Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале «Смотри и знай». И сегодня речь пойдет о таком всем нам знакомом напитке, как кофе. Наверняка многие задавались вопросом, полезен кофе или нет. Ведь многим так нравится начинать день именно с кофе. Горячий напиток, включающий стимулирующую порцию кофеина, помогает начать день. Но слухи о негативном воздействии оставляют пресное послевкусие. Полезен ли кофе для здоровья? Или нам действительно стоит переосмыслить его потребление? Давайте разберемся, какие плюсы и минусы есть у этого напитка. Какой эффект дает кофе? Если вы хотите разобраться в эффекте кофе, вам следует сначала разобраться с ингредиентами. Что в нем содержится? Сначала много воды, если быть точным 99%. Вопреки всеобщему мнению, эту воду можно считать частью ежедневного потребления жидкости. Обычная чашка вмещает примерно 250 мл. Например, те, кто пьет 4 чашки в день, покрывают часть своих ежедневных потребностей в воде. Вы должны придавать большое значение жесткости и значению pH используемой воды. Эти два показателя должны варьироваться от 7 до 8. Если эти два фактора не верны, многие ароматизаторы не растворятся и вкус ухудшится. Второй ингредиент – это жареные и молотые кофейные зерна. И вот тут все становится интересно. Потому что в ответ на вопрос о том, как кофе влияет на наш организм, во многом зависит от качества зерен и их приготовления. Но об этом чуть позже. Вернемся к зерну. Он придает кофе особенные ингредиенты. Среди них кофеин, белки, сахароза и хлорогеновая кислота. Чашка кофе содержит от 50 до 120 мг кофеина. У эспрессо, например, 60 мг кофеина. Многие диетологи рекомендуют максимальное ежедневное потребление 400 мг кофеина. В зависимости от размера чашки и содержания кофеина это будет около 4 чашек кофе в день. Кофеин пробуждает, но когда он потребляется, он играет еще одну очень важную роль. Если вы выпьете первую чашку слишком поздно или слишком рано, это значительно ослабит функцию пробуждения. Идеальное время между 9:30 и 11:30, потому что это фаза, в которой доля гормона кортизола в крови самая низкая. Высокая доля подавляет действие кофеина, поэтому имеет смысл включить этот факт в потреблении кофе. Вы один из тех, кто встает рано? Тогда вы можете выпить свой первый кофе чуть раньше 9:30. В основном процент кортизола варьируется от человека к человеку и не может быть никаких общих указаний. Но упомянутый период – полезный ориентир. Помните, что пик уровня кортизола у большинства людей приходится на период с 8 до 9. Хлорогеновая кислота благотворно влияет на метаболизм инсулина, но только в том случае, если мы употребляем кофе в умеренных количествах и пьем его как можно чернее. Если мы добавим молоко и сахар, это позволит увидеть многие положительные эффекты. Если вы не любите кофе без добавок, попробуйте альтернативу. Например, используйте щепотку корицы вместо сахара и вкусное кокосовое молоко вместо коровьего. Оба напитка полезнее классики и придают кофе экзотический шарм. Также полезность кофе во многом зависит от зерен и от того, как вы их готовите. Как правило, рекомендуются свежие кофейные зерна, поскольку доля свободных радикалов здесь ниже по сравнению с обработанным кофейным порошком. В то же время зерна полны антиоксидантов. Чтобы приготовить максимально полезный кофе, вам нужны удобные для желудка сорта с низким содержанием кислоты. Всегда храните кофейные зерна в герметичном и прохладном месте. Лучше всего убрать в холодильник, как это ни странно. Перед приготовлением дайте настояться при комнатной температуре 15 минут. Между прочим, неважно, используете ли вы кофейные зерна или зерна эспрессо. Только ценители смогут ощутить разницу, которая касается только степени прожарки. Что касается приготовления, стоит взглянуть на Италию, потому что итальянцы точно знают, как это делать. Они не торопятся при жарке и уделяют внимание щадящему процессу. Это имеет то преимущество, что важные ингредиенты сохраняются, а нежелательные вещества удаляются. Если вы хотите пить полезный кофе, полностью автоматическая машина – хороший выбор. Особенно если вы не хотите экспериментировать, но хотите получить максимальный комфорт. Кофемашины и кофеварки эспрессо дают первоклассные результаты, если вы умеете с ними обращаться.
Об их различиях вы можете прочитать в интернете или на специализированных сайтах. Также и обучение пользованию этими вещами можно найти на просторах интернета. Там умельцы расскажут и покажут все в подробностях. На полностью автоматической машине вы должны иметь возможность индивидуально настраивать некоторые параметры. Если все настроено правильно, во время приготовления из кофейных зерен выделяются ценные масла и белки, а также натуральные сахарные компоненты, которые затем попадают в наш организм и развивают там свой положительный эффект. В качестве альтернативы вы можете использовать фильтр для кофе из нержавеющей стали, не содержащий пластика. Преимущество кофе. Хороший кофе может предотвратить депрессию и проблемы с сердцем, улучшить качество сна и даже защитить от диабета. И это лишь некоторые из положительных эффектов. Смесь различных веществ в кофе сложна и может сделать даже больше. До 5 чашек кофе или эспрессо в день могут увеличить продолжительность жизни и защитить от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардского университета. Более 200 тысяч человек проходят тестирование в рамках теста на кофейные зерна. В статье Организации потребителей также указывается на вывод, что Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что после просмотра более 1000 исследований нет никаких доказательств того, что кофе увеличивает риск рака. Но есть даже доказательства того, что он защищает от некоторых типов опухоли. Похудеть с кофе? Утверждение, что кофе – это серебряная пуля для похудания, следует использовать с осторожностью. Это правда, что кофе запускает обмен веществ и потребление энергии организмом увеличивается из-за потребляемого тепла. Но рекомендации по диете для кофе были бы преувеличены. Умеренное употребление не вредит похудению, но и полагаться на чудесное воздействие на сжигание жира не следует. Те, кто хочет похудеть, к сожалению, склонны потреблять чрезмерно разрекламированную пищу, что не имеет ничего общего со сбалансированным питанием. Недостатки кофе. Неважно, что мы едим или пьем, если мы переусердствуем, тело пострадает. То же самое и с кофе. Бессонница, раздражительность, головные боли, учащенное сердцебиение и беспокойство могут быть результатом употребления слишком большого количества кофе. Но даже если не превышена рекомендуемая суточная доза, возможны негативные последствия. Например, у некоторых людей начинается изжога или проблемы с пищеварением, вызванные содержащимся в нем кофеином, который стимулирует выработку кислоты в желудке. Людям с аритмией или высоким кровяным давлением следует обсудить потребление кофе с врачом. Однако в основном кофе не является табу для пациентов с высоким давлением, поскольку эффект повышения кровяного давления ограничен. Итак, давайте посмотрим, вреден ли все-таки кофе. Разумное количество этого напитка может повысить производительность, стимулировать сердечно-сосудистую систему, скрасить наше настроение, защитить от депрессии, проблем с сердцем, рака и многих других болезней. Ну и самое главное, кофе помогает нам проснуться. Неплохой результат для горячего напитка, к которому многие годы относились с неодобрением. И все же не будем забывать, что слишком много кофе вредно для здоровья. Выпивайте максимум 4 чашки в день, чтобы сохранить максимальную рекомендуемую дозу кофеина. Используйте высококачественные зерна и мощную кофемашину, которая имеет решающие свойства для бережного приготовления. А как вы относитесь к кофе? В каких количествах употребляете? Напишите нам в комментариях. Всем до новых встреч!